Итак, всем доброго времени суток, это канал Soul Games и продолжаем. В прошлой серии мы поговорили с Юнигостом, мы начали игру, поговорили с Юнигостом, выполнили несколько заданий, встретились с Самбором, и Самбор передал бутерброд с костяшкой, который нужно перенести к Юнигосту. Где этот Юнигост? Где-то он тут ходит. Юнигост. Юнигост. Куда ты спрятался? Ты что там по заборам лазишь? Ты куда ходил? Юнигос, здравствуй. Я разговаривал с Амбором. Всегда приятно видеть вас, Рассимир. Он такой милый, разве нет? Самый сладкий, как баночка меда. Ха, понимаю, но все же рассказал мне о моем дяде Ордане и о хозяине фруктовых садов. Для вас, Амбор. У него неожиданно хорошие новости, повествования, не так ли? Да, и правда, меня это очень поразило. Однажды, клянусь, он больше года не произносил ни слова, но когда мы сидели у костра, он вспомнил какой-то анекдот. Громко рассмеялся и начал свой рассказ. Он был полностью немым, а потом вдруг стал церемониймейстером. Хм. Повествование было достаточно захватывающим, что было трудно не услышать. Он менял голоса, но закончив, он снова замолчал. Я никогда полностью не понимал его эту сторону. Гений театра, попавший в ловушку тела борца с медведем. Он, кстати говоря, просил меня дать вам кое-что. Правда? И что это? Сэндвич со свиной ролькой. Да, это похоже на самбора. Так вы собираетесь доставлять? Хотите? Да, конечно, я люблю, когда люди бьют меня по лицу. Как-то непонятно, вроде как бутерброд передал, а речь идет о битья по лицу. Ну да ладно. Я известен в долине. Не могли бы вы сделать это бесплатно? Я полностью исчерпал свой бюджет, который дает мне пощечину. Непонятно, честно непонятно, но... Правда? Нет, не совсем. Вы глупый? Вы никого не ударите? Это понятно. Но если попросит... я ему скажу, что вы меня нокаутировали, просто из любопытства. Что Самбор сказал вам то, что он стал частью стаи. Сказал, что вы ищете лучших, кого можно нанять, и что он был бы счастлив выбором. Да, похоже на то, что он мог бы сказать что-то в этом роде. Но он явно был полным дерьмом. Это непостоянное воспитание. Это неприятное воспитание. Но я считаю, что вы заслуживаете знать мою историю. Мы не вербовали его. Хотя я думаю, что мы это сделали. Иордан тоже, но это не было вопросом выбора. Когда Иордан и я начали вместе выполнять его миссию, мы были довольно успешны. Все шло гладко, даже слишком легко. Мы делали много хорошего, заставляли угнетенные лица улыбаться заслуженными улыбками. Но тогда мы не оставили нашу бдительность. Пожалуйста, не говорите этого. Была секретная гильдия, сформирована несколькими высокопоставленными рыцарями и баронами. Мы называли их продавцами. Кучка бессердечных ублюдков. Самым прибыльным их бизнесом была продажа живых товаров. И нет, я не говорю о животных. Думаю, я заболею. В царстве рабство было строго запрещено. Королева была непреклонна. Что ж, у продавцов был свой набор правил, который нужно было следовать. Они сажали их в клетки, как скот, в основном женщин и детей, вынужденных драться с крысами из-за скудного рациона, который им давали в сырой темнице, в которой их и держали. Гильдия предпочитала количество качеству, поэтому их не волновали болезни. Иногда им требовались недели, чтобы вытащить мертвых из клеток. Выживает сильнейший, вернее, выживает наименее удачливый.
Это было просто ужасно. Если вы спросите меня, вся эта проклятая гильдия заслуживала жестокую и медленную смерть. Но мы действовали не так. Иордан очень ясно дал понять с первого дня нам никогда не отнять его жизнь. Это было самое важное из правил. Невероятно. Как бы то ни было, нам удалось всех вытащить. Вагоны набитые. Вагоны? Какие вагоны? Вагоны набитые соломенными людьми. Сломленными людьми. Господи, что за перевод? Даже лошадь, даже лошади опустили головы в трауре. Отчаяние в воздухе было даже ядовитее вони гниющей плоти. При этом мы забыли обезопасить себя. Наемники поймали нас и доставили в камеру пыток. Да, в этом ужасном месте были спрятаны комнаты еще хуже. Продавцы не были настроены терпеливо, поэтому сразу же своего худшего мучителя. Отправили своего худшего мучителя. Ага. Я был в ужасе, по-настоящему окаменел. Едва смог дышать. Иордан не сказал ни слова, просто посмотрел на меня. Его глаза были расслаблены, но сосредоточены. Я понял, что он тоже хотел чтобы я был спокойным. Но я просто не мог. Он пошел первым. Палач привязал Иордана к стулу и начал раскачивать. Его кулаки были подобны наковальне. Каждый удар приводил к кровотечению или перелому костей. В считанные секунды лицо Иордана превратилось в кровавую кашицу. Единственное, что пробивалось сквозь него, это его улыбка. Это был один из многих случаев, когда я задавался вопросом, был ли я вообще человеком. Учитель быстро понял, для чего такое уникальное, что для такого уникального экземпляра ему нужны были другие инструменты, и пошел за своими лезвиями. Именно тогда Иордан заговорил. Это ужасно. Он делал ему предложения одно за другим, но мучитель продолжал резать ему торс, как будто готовил стейк на гриле. Крови было так много, что я чувствовал ее вкус во рту. Я хотел потерять сознание, чтобы просто убежать от всего этого, но не мог. Мое сердце колотилось слишком быстро. Вдруг мучитель остановился. Он посмотрел на меня и снова на Иордана. Это было единственное, что он сказал. Если ты лжешь, я поступлю с ним так же. Меня уже стошнило, но Иордан только кивнул. Поэтому он развязал нас обоих и помог нам сбежать. На нашем пути было еще несколько хорошо вооруженных наемников. Нас никто не останавливал. Даже они боялись этого парня. Мучитель. Это был Самбор, не так ли? Нам удалось выбраться целыми, но нам удалось выбраться живыми. Раны Иордана не заживали неделями, и даже после этого он был так сильно изуродован, что казалось, будто к его коже пришили кольчугой. Но мы избежали смерти. Его агент стал одним из нас. У меня нет слов, но мне очень жаль, что это случилось с вами. Не нужно. Путь, по которому мы шли, это был наш выбор. Мы знали о риске. Как вам только могли прийти в голову взять в отряд такого человека? Вы думаете, что я хотел бы, чтобы этот головорез был где-нибудь рядом со мной? Я не мог сомкнуть глаз из-за этого уже несколько дней. Я постоянно оборачивался, наблюдая за каждым его движением. Так почему вы его не отшили? Все просто. Иордан заключил с ним сделку. Пообещал ему единственное, что имело значение для этого зверя. И что это было? Деньги. Немного больше, чем ему платили гильдия. Но они сокращались после каждого ограбления, которое мы совершали. Но не могли бы вы просто расправиться с ними или сбежать? Иордан так не поступал. Он был мастером лжи, но когда он когда он давал кому-то слово, он никогда не отступал. Кроме того, как мы могли выяснить, Самбор не был злым по своей природе. Он был просто настоящим солдатом. И
делал то, что от него хотели. Иордан часами разговаривал с ними, объясняя наши правила поведения. Самбор ни разу не нарушил ни одного из них. Ни разу. Это интересно, а именно ввиду вашу жизнь. Не думаю, что я смогу всем этим справиться. Честно. Надеюсь, вам никогда не придется. Я через многое прошел. И по прошествии всех этих лет я больше всего на свете жажду скучной и размеренной жизни. Я не из тех, кому скучно, всегда есть чем заняться. Рад это слышать, но моя следующая просьба вам совсем не наскучит. Конечно, и что вам нужно? Отправляйтесь в Борово, найдите Иду и заберите у нее мою косу. Все, считайте, что это сделано. Ох, значит, нам нужно найти Иду и пойти в Борово. Да, Борово у нас. Борово. Ну это вот, совсем буквально через дорогу, через реку. Так, и продолжаем свой вопрос. Дама, ты когда-нибудь протрезвеешь? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А ты как насчет романтики? 19 лет, шикарно. Все, будешь моей женой. Вы выглядите очень привлекательно. Можно спросить вас кое о чем? Ага, ну, наверное, мы ее спросим. Не смейтесь надо мной, но я всегда любил, не пойдет. Я всегда рад новым знаниям. У вас есть какой-нибудь совет для меня? Плюс 5. Будьте осторожны с теми, кому доверяете. Лучше всего спрятать кинжал за улыбкой. И не дайте мне обнаружить вашу слабину. Выглядите очень привлекательно. Можно спросить у вас кое о чем? Ну, опять вопрос. А мы еще раз спросим. И еще раз плюс 5. Итого у нас 10. Будьте осторожны с теми, кто... Это мы уже спрашивали. А может мы и подарок? Вот эту Лунулу подарим. Подарим подарочек. Плюс 7 симпатии. Вам не следовало это делать. У меня нет ничего, что я могла бы вам дать взамен. Да, не надо. Давай еще поговорим. Откуда вы? Расскажите мне что-нибудь о своем месте рождения. Плюс 5. Я мало что помню до приюта. Ты с приюта? Мы называли его дом. Оригинально, не правда ли? Да, это было всего лишь приют, но, по крайней мере, мы могли чувствовать то, что кому-то нужны. Давай еще спросим. Сегодняшний день невероятно утомительный, но, тем не менее, плодотворный. А как ваш день? Плюс 5. Хорошо. Не так продуктивно, как хотелось бы. Честно говоря, это довольно обычно. Ага. Давай еще спросим. Ты не могли бы приготовить омлет, не разбив яиц? Сказала одержимая курица. Симпатия плюс 3. Это куриные мозги должно быть действительно будоражены. Ну все, она больше... Придем в другой раз. Ну так. Так себе, так себе, так себе. Так себе, так себе. Ну ладно. Ну это совсем с бодунищем. Так, нам нужно забрать косу. С едой все нормально, дом. Домик стоит. Бытовка. Идет по воде, а как будто по камням. Борова, и нужно найти Иду. Аиду. Изиду. Аиду. Так, где наша Аида? Аида?
Аид. Это ты, Аида? Ну да ладно. Привет, Ида. Я здесь за косой для Юнигоста. Здравствуйте, я вас знаю. Проваливай, малыш. Я выиграла честно. Победа? Ха, эта маленькая змея даже не знала, не сказала вам об этом. А? Эти фигурки. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Он только хотел, чтобы я вернул ему косу. Теперь это моя коса. Хорошо, хорошо, расслабьтесь. Что мне нужно, чтобы сделать, чтобы получить вашу косу? Конечно, вы можете купить ее у меня. Или мы можем, или могли бы разыграть это в игре. Что за игра? То же, что заставило Юнигоста потерять все свои деньги и косу. Ха-ха. Игра в загадки. Это как? Просто я загадываю вам 3 загадки. Вы должны правильно ответить на все вопросы. Одна ошибка и игра окончена. Вы выигрываете и тогда забираете косу. А если проиграю? На этот раз я буду с вами полегче. Если вы проиграете, вы мне ничего не должны. Вы просто лишаетесь шанса получить косу бесплатно. Ладно, давайте уже эти загадки. Так, загадки. Первая загадка. Что исчезает в ту же секунду, когда вы произносите его имя? Ветер, дерево, маленькая девочка, тишина. Тишина, да. Правильно, готовы к следующей? Вот она. Накорми меня, и я живу, но дай мне попить, и я умру. Что это? Огонь? Огонь, да. О, а вы неплох. Уже куда лучше, чем мистер Большой Костыля. Вы можете ли вы мне отгадать последнюю? Слушайте внимательно. Я могу лететь, но у меня нет крыльев. Я могу плакать, но у меня нет глаз. Куда бы я ни пошел, за мной следует тьма. Что это? Лук, воображение, беда, ворона, ну, облако. Черт, а вы сообразительны. Поздравляю, выиграли деревянную. Господи, что за... Поздравляю, вы выиграли дряную косу старика. Деревянную, дряную. Лучше приза просто не бывает. Спасибо за игру, мне правда было весело. Берегите себя. Так, значит мы косу забрали. Что нам тут делать? Тут нам делать как бы нечего. Пойдем отдадим косу господину Юнигосту и закончим это задание. Доставить косу Юнигосту. Угу. Какой-то вероятно жаркий денек. Такая вот дымка. Да? Как интересно. Че, вода такая? Речка такая мелкая. Ну, доставим косу Юнигосту, что ж делать. Устал? Ну ничего, сейчас донесем косу, отдохнем. Бревно заберем, чтоб не разбрасывать тут мусор. Юнигост, Юнигост. Так, подруга, ты еще тут думаешь, да? Ага, как дела, красотка. Извините, мне нужно время обдумать сказанное вами. Ну, думай, думай. Хоть более-менее похож на человека. Да? Жудвира. 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 Ядвира. Ядвига. Хм. Ох, имена. Ольга, ты уже шапочку одела? Правильно. Чтоб не простыть. Юнигос, ну ты куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Приветствую, Юнигос. У меня ваша коса. Вы уже вернулись? Великолепно. Были ли проблемы в пути? Да, вовсе нет. Хороший парень, у меня новость. Вас ищет Самбор. Для меня? Вы уверены? Мне сказали, что он просил... Мне сказали, что он спросил о том, у кого забавные глаза и глупое лицо. Это что, я что ли?
Так, мы косу отдали. Сейчас уже стемнеет, наверное, смысла нету идти к Самбору. Там как бы далеко, и немножко позанимаемся возле дома. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Наверное, сейчас разобраться с инвентарем, чтобы не быть перегруженным. Так, бурдюк надо, кстати. Деревянную лопату, деревянный молоток, железный. Наверное, бронзовую лопату мы в сундук бросим. Так, факел, зверобой, зелье мгновенного лечения. Пусть будет. Овсяный рулет. Вот овсяной эль нам не нужен. Цикорий, яблоко, бревно. Пусть тут лежит. И монета 3173. Хорошо. Хорошо. Можно было, в принципе, лечь сразу спать, но еще рано. Что мы можем еще сделать? Инструменты, понятно. Постройки. Дом не нужен. Добыча. Это еще не открыто. Колодец. Вот колодец надо бы... Охота. Ага. Охота. Сельское хозяйство. Можем сделать поле. Можем сделать поле и обеспечить себе на первое время небольшой набор продуктов. И, скорее всего, это поле лучше всего сделать где-нибудь здесь. Так, а для поля мне нужна будет мотыга. Ну, это небольшое такое. Почему оно не хочет? Почему? Почему мы не можем сделать поле? Что-то мешало. Ну, я думаю, небольшой такой огородец будет вполне достаточно. Мне нужна мотыга. Мотыгу надо бы сделать. Что нам нужно? Одно бревно и 5 веток. Но ветки это вообще не проблема. Так, поля. Поля выложены плиткой. Каждый может содержать до одного типа растений. Поля требуют несколько сельскохозяйственных обработок, таких как корчевание, удобрение, вспашка, посев, сбор овощей и уборка зерна. Ну, все в принципе то же самое. Значит, ветки. Ветки. И одно бревно у меня, по-моему, было там в сундуке. 10. 18. И посадить, я думаю, капусту. Самый такой продукт. Самый нормальный продукт. Бревно передать. И делаем мотыгу. Деревянная мотыга экипировать. Пока не совсем стемнело. Пока не совсем стемнело, можно... Ты не можешь и пахать, и держать. Так, не понял. Вот. Сколько получилось? Раз, два, три. Раз, два. 3 на 3. Деляночка такая. Ну, пойдет. Теперь нужно сбегать за удобрением. А перед этим сделать сумку. Я сумку могу сделать. Мне нужна кожа. Я кожу продал. Ну, уже спят, наверное.
Значит, утром сходим за удобрением, за капустой, посадим капусту и пойдем к господину Самбору. Угу. Как-то далеко получилась эта делянка. Значит, удобрение и семена капусты. Совсем немножко пускай будет. Так, дамочка, давай-ка заглянем к тебе. Что ты мне скажешь? Угу. Так, романтика. Как дела, красотка? Терпеть не могу лени в людях. Ваше усердие должно вдохновлять всех. Плюс 10. Шикарно. Угу. Как дела, красотка? Я искренне восхищаюсь вашей честностью. Ну, попробуем. Плюс 7. Хорошо. Как дела, красотка? А, ты будешь дальше думать? Ну, думай. Может, что и надумаешь. Мне нужно семена и удобрения. Где-то есть парень, который занимается... Ты с утра пьешь? Ага. Где-то должен быть парень, который занимается и продает удобрения. Может быть, вот этот. Покажи мне свои товары. Да, я угадал. Мне нужно взять сумку. Ох, зараза, сумка дорогая. Ладно, возьмем, чё ж. Удобрения. Корм, мука, навоз, овсяная. Семена капусты. Ну, возьмем с десяточек семян. И удобрения. Тоже удобрений. Ну, штучек 20. Ах ты. Ты уже перегружен. Ну, что делать? И по ходу дела экипируем сумку. Берем сумку. Пойдем посадим. Сейчас у нас лето, конечно, не время. Ну да ладно. Маргаритка. Белена. Обычно белена на болотах растет. Или я что-то путаю. Так, поле удобрить. Угу, поехали. Это временная такая бытовочка для выполнения задания и как бы для комфортного проживания временного. Вот, потом я хочу построить, перейти дальше вглубь карты и построить нормальную деревню, запланировать. Так, и что у нас? Поле. Удобрение, капуста. Ну, кстати, угадали с капустой. А, надо же спахать. Ладно. То есть обработали поле, удобрили, а потом нужно вспахать. Новое задание разблокировано. Житница. Ну, в принципе, посмотрим. Можно и житницу поставить на первое время. То есть в житнице продукты хранятся дольше. Намного дольше. В следующей серии, наверное, будем переезжать
искать место для постоянного поселения и заниматься планировкой участка для новой деревни, города. Ну чё, все? Наверное, остатки сейчас, чтобы в карманах не болтались, скинем в сундук. Так, сумка нам не нужна. Сцена рулет, цикорий, глина. Чё я глину-то не продал? Семена капусты, удобрения и веток. Все, у нас по заданию нужно идти опять к самбору. Пошли к самбору. Капуста пускай растет. Вот как-то криво получается. То есть, чтобы более-менее было все ровно, изначально нужно делать разметку полей, да, и потом по полю выравнивать дома, дороги и так далее. Ну, то есть, если сейчас убрать вот эту тропинку, ее можно выровнять относительно поля. Вот как-то так. Ну так уже гораздо приятнее. Гораздо. Угу. Все, самбор, я иду к тебе. Воды попить, что-то перекусить надо. Так, самбор у нас, в принципе, можно пройти вдоль берега и сократить путь. Заодно поискать сундуки и либо бочки, которые лежат на берегу. Я думаю, так будет лучше. Да, так и поступим. Да, бежать быстрее. А вдруг что полезное будет там? Вот я уже вижу впереди какую-то бочку. Это ж бочка? Ну это же бочка. Бочка. Ага, бочка, камень. Зато здесь есть пшеничное пиво, брюки, пшеничное пиво, пивная бутылка. Это кто-то тут чего-то... Пикник был у кого-то. Ну, тоже неплохо. Пшеничное пиво можно и продать. Хотя я всегда хотел посмотреть, что здесь в плане местности. Да что ж ты так стонешь-то? Вот довольно ровная площадка. В случае чего можно и здесь построиться. Так, где мы там уже? А, еще рано. Вообще надо бы сделать хотя бы пару копий. Копье у нас требует бревно. На всякий случай, потому что, ну, неизвестно, что там будет. Может попасться на пути.
Новый уровень добычи. Ну, пенек, пенек, пенек. А, лопата, я все убрал. Вот лопата. Пенек это оставлять некрасиво. Так, навыки, навыки, навыки. Знания о подземных богатствах. Мастер разрушения. Вот ему мастер по разрушению пригодится. 50% ресурсов возвращается при сломе построек. Да, нормально. Древо технологий. Лежачий пень, забор из палок. Ворота из палок. Ну, пока в этом надобности нету, нужно сделать копье. Я думаю, лишним оно не будет. Вот так вот я могу делать. Пошли дальше. Да, в этой стороне, как я понял, особо поживиться нечем. Да, ну конечно, ага. Вот она, бочка, пожалуйста, удобрение, во. А я покупал. Оно пригодится. А здесь семена свеклы. Вот я зачем покупал, если вот оно все лежит. Понимаешь? Все, ну вот оно лежит. Главное искать. Значит, не зря пошел. Значит, можно сделать еще огород со свеклой. Так. Значит, нужно уже идти через лес. Это что у нас? Белена. Сколько я знаю, белена на болотах растет, ну. Может, я ошибаюсь. Скорее всего, ошибаюсь. Самбор, я иду к тебе. Я иду к тебе. Что ты там от меня хочешь? Все-таки в надежде встретить хотя бы один лагерь бандитов. Слишком быстро устает. Вот тут лось. Здравствуйте, пожалуйста. Белена. Сколько ж тебя здесь? А ты меня совсем не боишься? Иди отсюда. А, так подожди, тут кабан, да? Тут кабан. Был. Вот он, здрасте. Так. Кабан, ты убегаешь, да? Ах ты косой. Подожди, 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 кабан. Ну я не могу тебя просто так отпустить. Я не могу тебя отпустить просто так. Мне мясо нужно. Вот так вот. И нечего ко мне приставать. Ага, требуется нож. Требуется нож. Значит, надо камешки. Сейчас, подожди, кабан. Полежи немножко. Вот камень я сейчас соберу. Вот я сделаю нож. И мы с тобой разберемся. Подожди, я не понял, а ты что, еще живой? Кабан. Интересный кабан. Хм. Нож, 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 нож. Для ножа мне нужно еще один камень. Так, в принципе, все есть. Кто ты? Кто ты? А, рысь.
Мне нужен камень. Всего лишь один камень. Ты камень? Ты зверобой. Ну вот, я буду сейчас целый день искать камень. Но так не пойдет. Как-то я забыл за нож. Вот это разве камень, не камень? Ай, беда, беда, беда. Не могу найти камень. Что ж такое-то? Еще кабан. Не, подожди, ребят, так много сразу я не могу. Я еще с этим я разобрался. Я уже и потерял его, а вон он лежит. Камень, все, наконец-таки. Делаем ночь. Все, кабан, мы сейчас с тобой разберемся. Мы тебя освежим. Освежаем. Освежеваем. Ну вот, нормально. Добегаем как раз таки к Самбору. Ягоды уже поспели. Не лишним будет их собрать тоже. Раньше на них можно было неплохо заработать. Сейчас не прославишься с этими ягодами. Ладно. Потом. Ты кто? Ты рысь. Самбор, я тут заблудился. Кстати, я перегружен. А это кто так кричит, да? Лось, что ли? И ни одного сундука. Прям не задача. Пожевать ягод, что ли? Правильно, у нас удобрения, пивные бутылки, кожа. Так, ягода есть. Вот, немножко освободили, можно бежать. Друг Самбор, я иду к тебе. Прям через забор. Вот видишь, я как к тебе тороплюсь, даже прыгаю. Самбор! Почему вы так долго? Здравствуйте. Я слышал, что вы искали меня. Вам нужно убить ее. Кого? Эй, спокойно, о чем вы говорите? Проклятая сова, конечно. Разве вы не слышите? Какая сова? Ничего не слышу. Вы оглохли? Как вы можете не слышать? Я уже больше не могу это терпеть. Если вам нужна моя помощь, попробуйте спуститься и описать мне проблему. Я не могу заснуть из-за этой проклятой скицы. Она ухает и ухает и ухает. Я хочу ее смерти. Почему вы не можете справиться с этим самостоятельно? Я больше не охочусь. Вы серьезно? Вы буквально живете в охотничьем домике. Это... Я не строил это место. Охотник умер, который долгое время назад, и я просто поселился здесь. Мне это место всегда нравилось, по крайней мере до того, как появилась эта чертова сова. Если вы не возражаете, я спрошу. Я возражаю, чтобы вы спрашивали. Вы покупаете мясо сейчас? Я не видел, чтобы вы держали животных. Послушай сюда, маленький засранец. Я не обязан тебе ничего объяснять. Ни сейчас, ни когда-либо.
Ну, если это заставит тебя заткнуться, нет. Не покупаю я мясо. В последнее время ем в основном овощи и злаки. Это именно то, что есть еда? Черт, вы так меня бесите. За свою жизнь я сделал много полезных вещей. Плохих вещей. То, что делать не следует. Ни мне, ни кому-либо. Все изменилось, когда я встретил вашего дядю. Он помог мне искупить вину, по крайней мере, хоть немного. Извините, дорогой сэр, мне нужно охотиться на сову. Поэтому, когда наши пути разошлись, я пообещал себе больше никакого насилия. Никакой крови на моих руках. Но если вы продолжаете действовать мне на нервы, я могу просто взять назад свои слова. Вы это хотите? Не хочу. Короче, нужно идти искать сову. Сову. Где она ухает? Ну, сова, наверное, где-то на дереве должна быть, да? Ты смотри, ну совсем рядышком. Ух ты. О, подожди. Мужик, ты что, срать сел? Мужик! Ты что, дурак? Что вы здесь делаете? Уходите, я работаю. О, я верю, что это так, но вы и есть та проклятая сова, не так ли? Это не ваше дело. Понятия не имею, о чем вы говорите, приятель, но на вашем месте я бы ушел бы. Вы хоть знаете, что делаете? Да, зарабатываю самые легкие монеты в своей жизни. Все, это все, что для меня важно. Да неужели? Что же вы меня послали убить эту безумную сову? Вы пытаетесь мне угрожать? Будьте осторожны с последующими словами. Нисколько вам следует бояться не меня, а моего работодателя. Ага, и что это должно быть? Самбо... Самбо? Ну, я не знаю ни одного са. Подождите, вы сказали самбор? Верно? Слушайте, друг, я не хочу никаких проблем. Меня просто наняли, чтобы время от времени приходил сюда и притворялся совой. И я понятия не имею, что перешел дорогу вашему боссу. Я уйду и больше не вернусь, пожалуйста, позвольте мне уйти. Расслабьтесь, просто скажите, что кто вас нанял, и продолжайте свой путь. Это был Вольрат. Он живет в местечке Тутки. Клянусь, это все, что я знаю. Я верю вам. Ну, я надеюсь, что не пожалею об этом, потому что если я это сделал. Вы это не сделаете, это правда, и я больше сюда не вернусь. Ладно, ладно, теперь уходите. Значит, получается, что вот этот товарищ был нанят неким другим товарищем из Тутки для того, чтобы раздражать нашего Самбора. Я позаботился о вашей сове. Нет? Все? Нет, он ушел и не вернется. Он? Я знаю, что прозвучит ненормально, но на самом деле это была не сова, это был мужчина, который притворялся ею. И он? О чем вы говорите? Это абсурд. Поверьте, я знаю. Его предположительно нанял человек по имени Вольрат. Вы его знаете? Ха, этот сукин сын, он меня действительно подловил. Значит, вы... Правда? Сова... Ну, сова сказала, что живет в местечке под именем Тутки. Конечно, я его знаю. Он был одним из нас. Бессмертный кулак. Да, это недалеко отсюда. Он живет там со своей семьей, продает ослов. Думаю, ему это подходит, потому что он больше всегда был полным засранцем. И я бы хотел бы с ним познакомиться. И вы будете, потому что вы доставите ему посылку для меня. За меня. Да без проблем, а что это?
Особый сюрприз, но вам нужно вернуться попозже. Мне нужно время, чтобы приготовить его. А, вообще-то, приходите завтра. Я сделаю все грандиозно. Хорошо, увидимся завтра. Ну, читать, конечно, перевод у них такой своеобразный. Но читать можно, надеюсь, понятно. Я читаю первый раз, без всякой подготовки, поэтому уж извините, если запинаюсь, заикаюсь. Глаза как бы все-таки устают. Я стараюсь, но я буду стараться. Так, значит что? Мне нужно дождаться следующего дня. И чего мы можем поделать до следующего дня? Во-первых, уже темно. Нужно вернуться, скажем так, в свою бытовку. Можно переночевать в лесу. Можно переночевать в лесу. Только для этого нужно собрать веток. Да, и заодно пожарить мясо. Поскольку мясо у нас скоро пропадет. Оно имеет такие свойства пропадать. Вот 16 веток для костра. Я думаю, вполне будет достаточно. Переночуем в лесу, ничего страшного. И заодно приготовим мясо, которое нам любезно предоставил кабан. Вот она партия по 8 кусков сразу одним махом и жарится. Вот это я поставил, для чего и поставил в настройках. Так, быстро портящийся продукт. Яблоко 50%, я думаю, нужно хотя бы чуть-чуть съесть. Ягоды 100%, сушеное мясо 75%. Надо подизбавляться, иначе потом это будет просто гниль. Ага, и жареное мясо, ну пока свеженькое, можно будет завтра, послезавтра. Вот овсяный рулет уже тоже можно будет завтра с утра прямиком съесть. А сейчас спать. Ага, спать еще не получится. Вот интересно, когда появятся бандиты, наверное, в темноте будут видны их костры. Вероятно, они будут появляться ближе к середине игры. Наверное, будет какой-то квест, после которого они появятся. Так, все, вернитесь к Самбору, без проблем. Мы тут рядышком, как бы далеко и не уходили. Господин Самбор, ты где? Ага. Я к тебе иду. Я к тебе иду. Ты приготовил свой сюрприз? Ты вообще где? Ты спал, нет? Посылка готова? Что теперь? Да, все хорошо. Тепло и легко. Вот как понять перевод? Тепло и легко. Ну да ладно. Вы сказали теплый? Нет. А вы? Я почти уверен, что... Вот. Сходите в Тутки и отдайте Волераду это собственноручно. Без проблем отдадим. Сходим в Тутки. Где наши Тутки? Тутки у нас вот здесь, вот через 3 деревни. И где мое копье? Все-таки мне нужно копье. Все-таки я очкую. Ходить по лесу. Я не трус, но я боюсь. Без копья ходить по лесу. А здесь никаких ни болот. Надо было Самбору продать это пиво. То ему там скучно в лесу. Кабан. Кабан, иди отсюда. Я с тобой не дружу. Рысь, странное существо. Оно не нападает. Оно только бегает и бегает. Или оно нападает? Оно как бесполезное существо. Бегает, бегает. Ягодки. Ягодки. Ладно, потом мне нужно бежать в Тутки. А в Тутки мы побежим через 2 деревни. Надо посмотреть там девчонок симпатичных.
А не хочется с родиной какой-то жить? Хочется что-то посимпатичнее. Деревья, да, какие? Да, кстати, можно съесть вот этот овсяный рулет, иначе он уже просто пропадет скоро. Так, а вот это что такое? Это просто ветка. Но вряд ли сундуки будут лежать прямо вдоль дорог. Вдоль дорог лежат телеги. Сундуки по лесам, а бочки по берегам. Так, так. А есть у вас тут девчонки? Слушай. А это... А это не та, которая... А давай с ней тоже замутим. Ты замужем? Ну ладно. Ну ладно. А ты? Ну, вероятно, тоже. Ладно, все, я пошел отсюда. А ну-ка, ты одинокая, что-то сидишь тут. Что-то она на мою соседку похожа чем-то. Такая же. С приветом. Куда я? А, бараника. Бараника, вот она, бараника. Что там за горизонтом? Ага, ручеек, водичка. Водичка, о мой малечка. Подожди, тут была где-то деревня. Куда она делась? Я здесь видел крыши. Куда делись крыши? А, вот. Так, это та деревня, которая находится рядом с шахтой. А не заглянуть ли мне в шахту? Буквально одним глазком посмотреть, что же там у них добавилось. Может быть, какая-то кирка там есть. Может, какой-то молот. Я думаю, не лишним будет посмотреть. Ну вот, пожалуйста. О, каменная кирка. Чудесно. Железная руда. Оловянная руда. Оловянная руда. Бочка. И все. И все. А что так стемнело? А, это я зашел. Но мы можем продать эту руду, да? Кстати, у меня со здоровьем что-то проблемы какие-то. Ну, не у меня, а у этого товарища. А кому можно тут что-нибудь продать? Кто-нибудь что-нибудь покупает? Так, покажи мне свои товары. Я тебе хочу продать. Хочу тебе продать каменная кирка. Да пусть будет жареное мясо, маргаритка, сушеная.
Так, вот купи у меня железную руду, купи у меня оловянную руду, купи у меня пероперья. Да и ветку купи. Купи ветку. Вот так вот. Так, и, наверное, я куплю у нее льняную нить, потому что по-любому она пригодится для лука. Так, льняная нить. Ну, парочку купим или даже одну купить. Давай парочку купим. Лишним не будет. Все. До свидания. Спасибо. Я бегу в тутки. Где мое копье? Вот так вот. Я иду в тутки. Так, карта ты куда? Угу. Ну вот, следующая остановка тутки. Вот так вот. Тележка. И здесь лежит шерсть. Видимо, кто-то ехал в тутки, хотел продать шерсть. А телега поломалась. Либо на нее напали. Те же самые бандиты. Запросто. Значит, добегаем до туток. И тут... А, ну да, тутки. Лиса. Где отсюда? Кря-кря. А, ну вот они, тутки. Тутки. Да успокойся. Так, доставить Вольрат. Кстати, дамочки тут сидят. Ты чешешься? Ты голову не моешь? Ты мне такая не нужна. А ты какая-то вся стрёмная. А ты? Так, Вольрат, мне нужен Вольрат. Где его найти? Вольрат. Я тебя ищу. А, ты в камышах спрятался. В пшенице. Вот он, Вольрат. Простите. Будь я проклят. Один яркий, другой темный. Оба наполнены искрой. Ваши глаза, вы должно быть Рассимир. Но на самом деле это рации неважно. Откуда вы знаете мое имя? Я знал вашего дядю Иордана. Кроме того, я всегда очень хорошо разбирался в именах. Что вы здесь делаете? Никогда бы не подумал увидеть вас воплоти. Самбор послал меня к вам. Он попросил меня доставить эту посылку. О, милое дитя, я бы сразу избавился от этого, будь я тобой. Что? Почему? Что же, учитывая то, что я знаю этого парня более 20 лет, что я чувствую запах этого свертка даже отсюда, я могу гарантировать вам, что он содержит его фекалии. Грубиян, черт возьми, что с ним не так? Ха-ха-ха. Но он не мог обмануть мастера-шутника. Но он наверняка сделал вам больно. Ха-ха-ха. Думаю, это забавно. Ха-ха. Я уже несколько десятилетий подшучивал над этим мешком мускулов. Если бы вы только видели, сколько из этих... Некоторые из моих лучших работ. На это воспоминания. Да, я уверен. В любом случае, я надеюсь, что этот мешок с дерьмом был не единственным, что привело вас ко мне. Конечно, нет. Вообще, я разговаривал с Синегостом и Самбором о стае... Так вы знаете, удивительно, вы должно быть очень осторожными, чтобы ни с кем не делиться своими делами. Всегда старайтесь быть
невидимыми, анонимными. Что ж, должно быть, это очень страшно для Эрдана, когда он стал кастельяном. Все это внимание. Мой дядя был кастельяном. Да, был. И Юнигос занял эту должность после его смерти. Разве вы не знали? Нет, Юнигос никогда об этом не упоминал. Должно быть, выскочило у нее из головы. И я хотел бы услышать больше историй. Я пытаюсь узнать о своем дяде как можно больше. Хорошо, что вы нашли именно меня. Обожаю вспоминать все приключения грозных фантомов. Угрожающие фантомы. Так называлась стая. Они вам это не сказали? Эти старые пердуны и их проблемы в памяти. Я расскажу вам обо всем этом. Но сначала мне нужна ваша помощь. Видите ли, в лесу неподалеку собралась большая стая волков. Боюсь, что они нападут на нас в любой момент. О боже, звучит очень серьезно. Это так. Потому мне нужно как можно быстрее построить частокол. У меня уже есть план. Это будет не только частокол, сколько деревянный лабиринт вокруг тутки, чтобы волки заблудятся, запутаются и с меньшей вероятностью нападут. Что ж, звучит странно. У меня есть все необходимые инструменты. Единственное, что мне нужно, так это несколько бревен. Вот здесь мне нужна ваша помощь. Конечно, я могу помочь вам собрать несколько материалов. Сколько бревен вам нужно? Думаю, 1000 хватит. 1000? Невозможно. Быстро, рам-пам-пам, нет времени. Так, стоп, подожди, друг. Мне что, нужно 1000 бревен? Да не, это бред какой-то. Простите, чтобы пояснить ситуацию, вы могли бы с бревнами разыграли меня? Что беспокойтесь, Рудольф? Что вы имеете в виду? Волки, ладно уж, я просто бездельничал. Но есть кое-что, в чем действительно хотел бы получить вашу помощь. Мне нужно, чтобы вы убили мою корову, блядь, ту корову, ту бревна. Вы наверняка шутите. Боюсь, на этот раз это не шутка. Мы купили эту корову несколько лет назад. Ее зовут Марила. Марила. Недавно она перестала давать молоко. Жена настаивает, чтобы мы ее зарезали, потому что скоро мясо станет несъедобным. Но я просто не могу. Она как будто бы стала частью нашей семьи. Дети росли вместе с ней, и мы вместе делились воспоминаниями. Чё? Делились воспоминаниями с коровами? Не будьте таким. Вы знаете, о чем я. Вы ее уложите. Просто сделайте все так, чтобы глаза мои этого не видели. Да я не хочу убивать вашу корову, мужик. Скажите это моей жене. Она все давит и давит на меня. Я просто не в силах это сделать. Хорошо, я помогу вам что-нибудь с этим сделать. Значит, мне нужно поговорить с Амандой. Аманда? Аманда, прям. Ну, Аманда, где ты, Аманда? Давай мы с тобой поговорим. Ты не Аманда? Ты не Аманда. А ты Аманда? Вот ты Аманда. Здравствуйте, полагаю, вы жена Воллерда. Здравствуйте. Меня зовут Расимир, я племянник Иордана. Точнее, был... Это я, Аманда. А вы кто? Простите, я здесь, чтобы помочь вам с вашей проблемой. Воллерд рассказал мне о Марилле. Простите, дорогой, я никогда не встречала вашего дядю, но он и Воллерд были с близкими друзьями. Чем я могу вам помочь? Да. Наконец-то, спасибо. Вернетесь ко мне тогда, когда все будет сделано. Я полагаю вам кое-что. Я сделаю это так. Разобраться с ситуацией с коровами. Подожди, я не понял, а мне что нужно сделать? Корову убить, что ли? Разобраться с ситуацией с коровами. Ничего, нужно убить корову? Слушайте, походу я лоханулся. Че, убивать корову, что ли? Корова?
А чё, с первого раза, что ли? Ты чё, корова какая-то не такая? Ну ладно, ладно, корова так корова. Я хотел по-другому. Может быть, есть другой вариант, но его, оказывается, не было. И чё мне нужно делать? А, с Воллеродом. Бедная корова. Я не хотел, честное слово. Воллерод, я убил твою корову. Если чё. Где? Убил. Как все прошло? Вы так действительно это сделали, а? Это то, что вы хотели? Как насчет истории о стае? Разыскивается? Нет, я полагаю, что это довольно... Естественно, сделка была сделка, друг мой. До встречи с Иорданом и стаей я был... я думаю, вы могли бы назвать меня азартным художником или профессиональным игроком в кости. Но проще было бы назвать меня мошенником. Я путешествовал из таверны в таверну, где я плутовал, использовал свои особые кости и зарабатывал немного денег. Я был довольно порядочен в своей игре, но Иордан сразу нанял меня. Его глаза зажгли дыру в моей ладони, пока я менял кости. И когда я осмелился взглянуть в его сторону, он мне улыбался. Несмотря на то, что я знал, что я обманываю, и он проигрывал мне, я ничего не сказал. Оплатил, пожал мне руку и вышел из-за стола. Я был заинтригован как никогда раньше, потому последовал за ним. Я видел, как он встречается с остальной стаей, поэтому тоже направился вслед за ним. Даже не знаю, когда я потерял Самбора из виду, но внезапно он схватил меня сзади. Этот великан ухватил меня одной рукой за горло, пригрозил убить меня, если увидит меня еще раз. Разумно было бы бежать, держаться подальше от этих людей, но я никогда не был умным человеком. Так что я продолжал следовать за ним. В следующий раз Самбор добавил к угрозе избиений. Я не могу видеть левым глазом 2 недели, но я не остановился. Они все больше и больше злились на меня, поэтому вместо того они просто начали игнорировать меня. Их не бесило то, что я следовал за ним. Потом они перестали беспокоить то, что я ехал недалеко за ними. Потом уже пошел за ними. Значит, вы были похожи на бездомную собаку, которая не хотела уходить. Так что я тоже начал с ними кемпинг. Ел с ними. Наконец, однажды, когда они вошли в таверну, я сел с ними за один стол, и Иордан просто передал мне чашку и тарелку. Так же, как он поступил со всеми остальными. Юниго спросил, как меня зовут, и на этом все закончилось. Я был частью семьи. Действительно очень красиво. Именно так. Я знаю, что это глупо звучит. Даже жалко, но оглядываться назад это было лучшим решением, которое я когда-либо принимал. Конечно, время от времени надо мной подшучивали. Вначале относились ко мне по-другому. Я был довольно молодым, но через некоторое время я действительно почувствовал себя одним из них. Я знал, что они меня любят. Вы имеете в виду Юнигоста? Никогда я не забуду свою первую миссию. Мы обманом заставили графиню передать ее особняк приюту. Это было прекрасно. Я был в восторге. Благородный мошенник, без чувства вины, но с чувством достижений, и я хорошо справлялся. Так сказали мне правая рука Иордана. Костел? Кто это? Юнигост? Что ж, они с Иорданом, безусловно, были как братья, но я считаю, что для всех было ясно, что это был Кестрел. Кестрел, которая была второй в команде. Значит, Кестрел какая-то. Конечно, было бы очень приятно познакомиться с вами, Воллерод.
Вам о ней не рассказывали? Что ж, тогда я тоже не стану. Это не моя история. Вам следует поговорить с Юнигостом. И для меня тоже, Иордан. Вы... И для меня тоже, Иордану, было бы... вы бы понравились. Могу поклясться. Увидимся, Рататуй. Так вперед. До скорой встречи. Так, значит, понятно. Здесь мы разобрались. Нам нужно вернуться к Юнигосту. Ну, давайте, наверное, на этом закончим на сегодня. В следующей серии пойдем к Юнигосту. Всем спасибо, кто смотрел. И до скорой встречи.